Всем привет! Сегодня мы находимся возле дома Сергея Махно, украинского архитектора, керамиста и коллекционера с мировым именем. Работает Сергей в современном украинском стиле, и вообще он известен своей любовью именно к украинской этнике в синтезе с японским направлением ваби-саби. Философия ваби-саби базируется на понятии и принятии трех основных вещей. Ничто не вечно, ничто не закончено и ничто не совершенно. И вот прочтение украинской культуры именно через призму японских идей – это визитная карточка Сергея. Помимо архитектуры и интерьеров, он также создает предметы мебели, декора и освещения в этом же стиле. И стоит отметить, что среди его многочисленных наград также есть два Red Dot. Это престижная международная премия в сфере инновационного дизайна. Сергей получил эту награду за авторскую керамическую плитку Flapjack и вторую за тетрапод. Недавно он закончил проект собственного семейного дома, и, конечно же, он выполнен в украинском современном стиле, но, несмотря на аутентичность своего дизайна, все же в этом доме присутствуют современные технологии. Автоматизации умного дома, за реализацией которых Сергей обратился к команде специалистов D8. И лично мне, думаю, и вам тоже интересно посмотреть, как интегрированы эти технологии в такой необычный дизайн. Бесспорно, Сергей создает красивый интерьер, на который приятно смотреть. Но насколько необычно и комфортно в нем жить? Сегодня мы обязательно пообщаемся с владельцем дома и возьмем у него небольшое интервью. Основная идея была создать семейное гнездо для моих 3 детей и, конечно же, для моей семьи. Это была самая важная задача, которую решал этот проект. Тот момент, когда ты возвращаешься из какого-то длительного путешествия, едешь, и ты понимаешь, что раньше у меня была квартира, или там я жил с родителями, и для меня дом был, это квартира на Бурмистенко 6, корпус 2, квартира 79. 5-й этаж, хрущевка, 34 квадратных метра. Вот это был мой дом, там, где мы жили с моими 2 братьями и с мамой, и с папой. То есть у нас было 5, и мы жили в супер крошечной квартире, еще у нас было 2 собаки. И то был когда-то дом для меня. Сейчас вот это мой дом. Сейчас здесь живет моя семья. 17 лет назад я здесь, километр отсюда, проектировал дом и даже не мог себе поверить, но я мечтал о том, что я когда-то буду здесь жить. Мы нашли недостроенный этот дом, то есть у него стояла коробка, и он был ужасный, из красного кирпича и с андулиновой крышей. Это было худшее, что мы могли найти, но у него вот здесь была атмосфера, и у этого участка было 5 вековых дубов, которые остались, которое полностью все заросшее и имело страшный вид. Вот, но мы почувствовали этот дух, и самая главная идея это была то, что дом живет в саду. Поэтому это было самое главное, что мы здесь увидели. То есть дом он не имел там глобальной какой-то ценности, да, но мы все равно отставили с него все стены практически, да, периметр, потом разрушили практически все внутри. То есть оставили контур только. Потом разрушили еще часть контура, укрепили это все и получили конфету. Потому что общую картинку общего дома я увидел буквально там с первого раза. То есть нарисовали мы планировку, буквально не меняя вообще ничего. То есть уже потом работа шла над деталями и над укрепненными моментами, да, то есть мы выбирали штукатурку, мы работали со штукатуркой, хотя там я изначально знал, что это будет глина в 90% случаев, но глина она разная, то есть здесь использовалось только 9 отделок глины, то есть здесь есть и глина с камышом, и глина с, например, с семенами льна, и глина с чаем, и глина там, и вот эти вот добавки, которые я экспериментировал и в самих фактурах, и в самом цвете, это все менялось. Помимо того, что
Здесь очень красиво, все технические элементы выполнены очень практично. Например, цвет полностью автоматичен. Куда бы ты ни шел или не перемещался бы по дому, он практически следует за тобой, а точнее вместе с тобой. Конечно, всем светом можно управлять через приложение, которое D8 реализовывает под каждый проект отдельно. И это вот именно та функция, вот, включился, к которой ты очень быстро привыкаешь и забываешь о том, что тебе нужно нажимать какие-то включатели. Все происходит само собой. Иногда леньки встать и выключить свет, когда ты уже лежишь. Но классно, когда телефон всегда же с тобой. Ты взял, открыл приложуху, выключил свет по всему дому или там включил подсветку в саду. Оп, я сейчас взял и подключал весь свет. Я надеюсь, это будет видно в кадре сейчас. Оп, и включили. Вот. Но очень важный момент, что это не просто на словах, этим я пользуюсь. Классно, когда свет притухает, вечером ты сидишь, раз, время пришло, он раз, притушился, там, опустили жалюзи в комнате. Но когда ты открыл дверь в туалет, свет зажегся, это так, как должно быть. То есть, типа, открыл дверь, а там света нет, и ты думаешь, так, либо что-то не работает. Потом помнишь, я же не дома, здесь надо свет включить, типа. Есть в этом смысл, как ты считаешь, Андрей? Считаю, что есть. Будем туда заходить? Полетели. Мы не знаем, что нас там ждет. Но это не важно. Нужно запомнить, что двери открываются туда, а не сюда. Здесь установлены колонки Sonos. Через приложение вы можете настраивать разные сценарии воспроизведения под себя. Например, чтобы каждое утро вместо будильника играла ваша любимая песня или во всем доме, или в конкретной комнате. Также можно запрограммировать воспроизведение музыки по датчику движения. Вы заходите в комнату, она играет, вы выходите, она выключается. Также можно выставить промежуток времени, в который должна играть музыка. Под каждую комнату можно запланировать свой сценарий, как хотите, так и настраивайте. При этом у вас есть доступ ко всем стриминговым сервисам, включая все радио и подкасты. Еще одно, наверное, самое практичное и уж точно самое важное решение – это климат-контроль. Здесь, как и с музыкой, неограниченное количество сценариев, которые вы можете задавать под каждую комнату отдельно и под дом в целом. И вообще это очень полезная функция, поскольку вы создаете климат под каждого члена семьи, и плюс вам вообще все равно на отопительный сезон. Все опять-таки управляется дистанционно со смартфона или же через настенные кейпады. Мы сейчас с оператором находимся в разных зонах климат-контроля, поэтому ему сейчас жарко снимать детскую ванну, а мне тут в коридорчике нормально. Несмотря на всю умность дома, вы не увидите здесь никаких проводов, на стене нету включателей, которые портят вид стены. Все сделано для того, чтобы оно работало, а не привлекало внимание или как-то занимало место, потому что привлекает внимание в этом доме совершенно другое. Мы очень быстро привыкаем к каким-то вещам, которые, они уже доступны. Ты уже с этим живешь, она уже интегрирована в тебя. И хочешь ты этого или нет, человечество к этому придет. Потому что это удобно, это функционально, это комфортно, и это не создает тебе никаких телодвижений. Включить свет, выключить там. Я архитектор, в принципе, что-то соображаю, но без D8 это было бы невозможно. Либо ты идешь в ногу со временем, либо ты становишься старпером. Я не хочу быть таким.